Он заставил Рим пасть на колени, его имя произносили шепотом, как проклятие и молитву одновременно. Но когда его армия шла по земле, солнце будто меркло. Его звали Аттила. И он не пришел просить, он пришел судить. Где-то в холодных просторах Евразии, где степь встречается с небом, родился мальчик, которому суждено было стать бурей. Он рос среди лошадей, криков битв и запаха дыма. Каждый день учил его одному: мир принадлежит тому, кто не знает страха. Когда другие дети слушали песни, он слушал ветер. Когда другие мечтали о славе, он мечтал о власти над самим страхом. Люди не умирают от ран, они умирают от страха перед ними. Так родился человек, который не знал страха вообще. Они заключали договоры с Римом, брали золото, клялись в дружбе и презирали тех, кто платит за мир. Но власть – это не союз, а арена. Другие, что Аттила убил его сам. Когда вождь вышел к народу один, степь поняла – с этого дня она принадлежит только ему. Он собрал гуннов, гепидов, остготов, аланов, всех, кто умел держать меч. Его армия двигалась как ветер, ее не видели, ее чувствовали. Где проходили гунны, оставалась только тишина. Он был человеком, просто человеком, который понял, что миром правит не закон, а сила. Но кто более дик, тот, кто живет мечом, или тот, кто торгует душой? Римские послы прибыли в ставку Аттилы, ожидая дикаря с костями в волосах, а увидели вождя в простой одежде, сидящего на деревянном троне. Все вокруг было скромно, без золота, без шелков. Мир – это просто короткая пауза между двумя войнами. Но скажите вашему императору, я не его враг. Его враг жали. Один из них позже напишет: «Я видел человека, которому подчиняется сама смерть». Для Запада он стал воплощением зла. Для Востока – символом силы, которую не укротить. Но если бы ты спросил его самого, он, вероятно, ответил бы: «Я не разрушитель, я – зеркало». Вы просто увидели в нем то, чем стали сами. История Аттилы – это не просто рассказ о варваре.